Здравствуйте, друзья! Меня зовут Арман. Сегодня мы с вами в пилотном выпуске нашего BIM-обзора рассмотрим основные периоды внедрения BIM-стандарта у нас в Казахстане. Сразу оговорюсь, в своей работе я использую два понятия. Первое, более мне привычное, это BIM, BIM-технологии. BIM с английского это Building Information Model, либо моделинг. Информационная модель или моделирование зданий и сооружений. Второе, принятое и закрепленное в нашем законодательстве, это TIMSA. Технология информационного моделирования строительных объектов. Для меня два эти термина BIM и TIMSA являются синонимами. Так, кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео, какой из терминов вы чаще всего используете в своей работе, BIM или TIMSA. Мы внимательно читаем комментарии, и будет очень интересно узнать, что у нас чаще в Казахстане используется. Что ж, пока вы пишете в комментариях, я продолжу. 11 апреля 2017 года приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан за номером 197 был введен в действие план мероприятий по внедрению технологии информационного моделирования при проектировании объектов строительства. Эта дата, 11 апреля 2017 года, стала своеобразной точкой отсчета начала внедрения BIM-технологий в Казахстане. BIM в строительной отрасли предполагается реализовать в виде трех основных периодов. Почему я говорю предполагалось или предполагается? Потому что часть периодов мы уже прошли, в каком-то периоде мы находимся в настоящее время, а какой-то период будет в будущем. Итак, первый период, это, конечно же, период апробации. Действовал с декабря 2017 по декабрь 2019 года. Целью этого периода являлось создание необходимых условий для практического применения TIMSA на начальном уровне. По окончании указанного периода были рассмотрены нормативно-технические требования, как то стандарты, рекомендации, правила, и так далее. А в целях их корректировки, по результатам апробации и приведения в текущее соответствие, учитывающее развитие на этот момент информационно-коммуникационных технологий у нас в строительстве. Идем дальше. Второй период. Этот период практического применения и обязательного использования BIM на стадии проектирования технологически сложных объектов с участием бюджетных инвестиций, за исключением объектов инженерной инфраструктуры. Рамки действия этого периода это 1 января 2020 года по декабрь 2021 года. Как мы видим, те же 2 года. Целью второго периода являлась стандартизация, упорядочение информации и обеспечение совместной работы всех участников BIM-процессов, что и было закреплено принятием соответствующих нормативно-правовых и нормативно-технических документов. Третий период, но это наша с вами современность, это начало 2022 года. Начинается передача исполнительной модели в эксплуатацию. Цель этого периода является полноценное практическое использование TIMSA государственным заказчиком на всех этапах жизненного цикла строительных объектов. Давайте пойдем краткий итог по периодам внедрения. То есть первый период 2017-2019 это период апробации, а второй период 2020-2021 год период практического применения на стадии проектирования технологически сложных объектов. Третий период в наше время это передача исполнительных моделей в эксплуатацию и использование BIM на всех этапах жизненного цикла строительных объектов. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, в каком, по вашему мнению, периоде внедрения BIM мы фактически находимся в Казахстане. В первом, во втором или в третьем. И как вы думаете, когда Казахстан окончательно перейдет на повсеместное использование BIM-технологий? Итак, мировой BIM-опыт. Финляндия. Первое применение информационного моделирования в 90-х годах. Требования использования BIM в государственных проектах 2007 года. Великобритания. Великобритания – это лидер стандартизации и мировом продвижении идеологии BIM. Обязательное использование BIM-технологий 2016 года в проектах с бюджетным финансированием. Норвегия. Норвегия 2010 года законодательное требование применения BIM в госпроектах. 2015 года в Норвегии BIM-модель стала приниматься судебными органами в качестве документа при рассмотрении споров. Вот такой интересный судебный прецедент. Так, дальше. США. Полноценное использование и внедрение BIM-технологий в США – это начало 2000-х годов. Дания. Дания, безусловно, это пионер BIM-технологии, использования с конца 80-х годов прошлого века. Да.
При этом переход на информационные технологии в строительстве имеет не только внутригосударственные интересы, но и призван помочь датским строительным компаниям в конкурентной борьбе на международном рынке. Швеция. При информационного моделирования с 2000-х годов госпроекты должны соответствовать BIM-стандартам. Замыкает наше такое международное турне – это Сингапур. В ходе реализации дорожной карты в период 2010-2015 годов 100% проектных компаний Сингапура перешли на BIM. И до 70% строительных компаний используют модели на площадке. В заключение нашего обзора мы перемещаемся к нам в Казахстан. Если вам интересно узнать, как развивалась BIM-жизнь в Казахстане до 197-го приказа до 2017 года, то об этом мы вам расскажем в наших последующих выпусках. До свидания. Меня зовут Полушкин Алексей Васильевич, работаю в компании Каздор Проект в должности инженер, занимаюсь проектированием мостов и элементов мостовых. В БИМе уже год работаю, пришел к этому, так как начальство решило понемногу внедрять BIM-технологии в нашу сферу. И после направило к нам преподавателя. После двухнедельного курса стали сами понемногу дальше разбираться. Процесс перестройки был сложный при переходе. В основном из-за различий названий, как в AutoCAD блок, в Revit семейство, и совершенно другого интерфейса, в отличие от AutoCAD. Это то, что в 3D очень наглядно, удобно смотреть, и автоматический расчет арматуры бетона очень удобно. И самое главное, видимо, работа нескольких человек в одном файле, чтобы сразу было видно, кто что сделал и как он уже, как видно проект. Конечно, нужно развивать BIM-технологии в стране, и необходимо подгонять компании к этому, ибо сами они будут очень медленно идти. Самое главное это сделать, чтобы было доступно большое количество материалов для самостоятельного обучения и возможность быстро найти ответ на конкретный вопрос, чтобы продолжить работу и не застревать. Внедрить курс в университет, как он сейчас есть AutoCAD, можно сделать для Revit, чтобы уже сразу же иметь небольшое представление и начинать работать на работе. Добрый день, меня зовут Николай, я являюсь работником ТО «Промтехмонтаж», разрабатываю чертежи стадии КНД на протяжении уже больше 7 лет. В адвансе работаю уже порядка 3 лет, с 2019 года. Процесс перехода был достаточно таким несложным, занял порядка полугода. Конечно, есть там свои нюансы, но в принципе ко всему привыкаешь быстро достаточно. К явным плюсам можно отнести наличие самой 3D модели, где видно все пересечения, коллизии, несостыковки по разным стадиям разработанных чертежей. Также отнесу к плюсам
автоматическое заполнение спецификаций, расстановка позиций на монтажных схемах. По поводу развития BIM у нас в стране, но это все находится еще на достаточно таком раннем этапе. Многие предприятия только начинают осваивать эту технологию. Когда появятся выпускники, владеющие хотя бы азами BIM проектирования, тогда уже начнется глобальный переход у нас в стране на BIM технологии. Продвигать BIM проектирование однозначно надо, чтобы больше компаний решилось перейти на BIM. Но я думаю, для начала надо вести курсы BIM проектирования именно уже на стадии обучения специалистов, именно в университетах. Добрый день, меня зовут Ольга, я сотрудник компании СИД. В своей работе с клиентами отвечаю на все вопросы по BIM и расскажу вам о проектах зарубежных компаний, которые выполнялись с помощью BIM-технологий. Сегодня хочу сделать небольшой обзор о том, как развивается BIM в Европе на примере проекта туннель Rastatt от Deutsche Bahn. Туннель Rastatt является крупнейшим из 4 пилотных проектов по всей Германии, в которых проверяется потенциал цифрового метода работы. Длина данного туннеля составляет более 4 километров и состоит из 2 однопутных туннельных труб. По туннелю поезда смогут перемещаться со скоростью 250 км в час. Для этого он будет оснащен технологией конструкции звуковой стрелы на туннельных порталах, которые предотвращают возникновение так называемого эффекта туннельного взрыва при быстрых переходах. В туннеле проложена сплошная проезжая часть. По ней спасатели в случае происшествия быстро смогут добираться на своих транспортных средствах до места аварии. Для этого проекта Deutsche Bahn впервые использовала BIM-моделирование, спонсируемое Федеральным министерством транспорта и цифровой инфраструктуры Германии. BIM-технологии позволяют в цифровом пространстве контролировать процессы проектирования, строительства и эксплуатации туннеля. Таким образом, заинтересованные стороны получают реалистичную картину планов на ранней стадии. Фактически, немецкая железная дорога начала внедрение BIM-технологий в 2011 году и с тех пор продвигает цифровое строительство. При этом Deutsche Bahn успешно работает с такими технологиями Autodesk, как Revit и InfraWorks. Будучи финансируемым федеральным правительством Германии, ранние финансовые расчеты прогнозировали общую стоимость около 693 миллионов евро. Ответственный за коммерческие задачи в офисе Совета директоров инфраструктуры немецкой железной дороги Тростенбаум объясняет, что при правильном использовании BIM финансовое преимущество очевидно. Объем экономии здесь, конечно, зависит от степени внедрения BIM во все этапы строительства. Но из-за больших объемов инвестиций экономия хотя бы на 1% составит очень приличную сумму. Общая дата завершения тоннеля перенесена на конец 2026 года. Для просмотра полной версии видео о туннеле Rastatt пройдите по ссылке в описании. Сейчас хочу сделать небольшой обзор о том, как развивается BIM на примере проекта Лахта-центр. Данный центр – это общественный деловой комплекс, расположенный в Лахте Приморского района Санкт-Петербурга. В здании располагается штаб-квартира «Газпрома». Общая стоимость комплекса оценивалась около 120 миллиардов рублей. Комплекс состоит из 5 объектов. Общая площадь объектов составила 570 тысяч квадратных метров. Башня Лахта-центра высотой 462 метра стала самым северным небоскребом в мире, является самым высоким в России и Европе и 15-м в мире. Здание башни в плане представляет собой пятиконечную звезду, лучи которой расходятся от центрального ядра и имеют закрученную конусообразную форму. 5 крыльев башни поэтажно поворачиваются на 0,82 градуса относительно своих центров или около 90 градусов по всей высоте. Устойчивость башни Лахта-центра обеспечивает конструктивная система из ядра, аутриггеров и несущих колонн. Ядро жесткости – это основной элемент конструктива башни, который поднимается до 86 этажа. В нем сосредоточены все коммуникации,
важные для жизнеобеспечения высотного здания, лифтовые шахты и зоны безопасности. Бетонирование нижней плиты коробчатого фундамента башни лахта-центра внесено в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая непрерывная заливка бетона в мире. Проект, в котором нет ни одного повторяющего типового этажа, в техническом отношении считается одним из самых сложных и уникальных в сравнении с другими небоскребами планеты. Решение сложнейших проектных задач стало возможным только благодаря использованию новейших BIM-технологий и параметрического проектирования. Архитектурная концепция разработана в 2011 году британским архитектурным бюро. Впоследствии концепция и проект комплекса были доработаны компанией АО «Горпроект». Специалисты компании АО «Горпроект» используют самые современные системы BIM-проектирования, что позволяет выполнять весь спектр работ качественно и максимально сжатые сроки. Концепция дизайна интерьеров комплекса разработана итальянской студией дизайна, которая в 2014 году выиграла открытый конкурс на проектирование интерьеров общественных зон многофункционального комплекса. BIM-модель будет использовать служба эксплуатации, что позволит четко представлять структуру комплекса, все его инженерные системы, чтобы эффективно ими управлять и своевременно выявлять возникающие проблемы. Сделайте селфи на фоне этих объектов до конца 2022 года, пришлите к нам в Instagram и получите скидку 5% на наш онлайн-курс Revit КЖ. Скидки за селфи не суммируются. Жду вас и ваши комментарии под этим видео. Также в описании вы можете найти ссылки на видеофайлы, которые использовались в наших обзорах.